Сегодня у нас летняя рубрика «Три потрясающих летних салата в одном выпуске». Это салаты, которые подойдут и для вечернего ужина на даче, для обеда на террасе, легкого быстрого обеда после рабочего дня, для стройности перед пляжным сезоном. Одним словом, это потрясающие салаты, которые готовятся быстро, которые не требуют каких-то особенных ингредиентов, ну а также они потрясающие вкусные. Начнем мы с салата из фенхеля, кедровых орешек и заправки из апельсина и лимона. Нарежу фенхель. Вы можете нарезать его и ножом, но я буду использовать мандолину, чтобы у нас были очень тоненькие кусочки. Но сначала нам нужно будет отделить у фенхеля пальчики, которые мы не будем использовать, и я разрежу его пополам. Вот эту часть мы будем натирать. Тонкие лепесточки фенхеля. Если фенхель у вас полежал уже при комнатной температуре, вы можете положить его в лед с водой, и он моментально приобретает хрусткость. Я обожаю фенхель именно за хрусткость. Этот салат потрясающий по своему аромату. Он очень легкий, цитрусовый за счет наших добавок цитрусов. Может быть гарниром к какому-то тяжелому блюду. Я обожаю его с бараниной. Баранина обладает таким очень сытным ароматом и вкусом, и ее обволакивающий жир требует какой-то легкости. Кстати, напишите, пожалуйста, если вы хотели бы, чтобы я поделилась рецептом какого-то блюда из баранины. Я сама из Казахстана, и у нас баранина в почете. Фенхель у нас пойдет цедра апельсина, которую я добавляю прямо сюда. Зелень, которую я обрезала с этих пальчиков, я тоже буду использовать. Просто ее сейчас нарежу меленько-меленько. Делаю все по-быстрому. Просто представляю, если вы на даче и у вас жарится шашлык, особо там церемониться некогда. Зелень, которая потрясающим ароматом обладает аниса, мы добавляем сюда. Вообще не люблю ничего выбрасывать, и все у нас идет в ход. Рациональный такой момент. Сюда же я добавлю немного цедры лимона. Лимончик я предварительно помыла. Чуть-чуть у нас пойдет сюда цедры. Цедра лимона и апельсина потрясающим образом сочетаются с фенхелем, с его анисовой ноткой. Если вы тушите анис, то лимон туда тоже хорошо. Если вы смотрели рецепт нерки с фенхелем, я думаю, вы уже познакомились с этим потрясающим овощем. Я добавляю сюда немного лимонного сока, оливковое масло, соль, перец. Теперь я все это перемешаю. Цедра апельсина такими ярко-оранжевыми дольками смотрится на фенхеле. Теперь я выкладываю в тарелочку наш салат из фенхеля. Как быстро, да? Не прошло и, не знаю, мне кажется, и 5 минут. Апельсин, который я предварительно очистила и порезала вот на такие вот соцветия. И вот этот апельсиновый сок я тоже сюда добавлю, как дополнительный соус. И, конечно же, я все посыплю кедровыми орешками, которые я предварительно обжарила, для того, чтобы придать этому салату неповторимый ореховый вкус. Наш салат летний, потрясающий, яркий, ароматный салат из фенхеля с апельсином и с кедровыми орешками готов. Больше чем уверена, что он станет вашим фаворитом и займет почетное место на кухне рядом с мясными насыщенными блюдами. И знаете, о чем я сейчас подумала? Как жаль. Кому вообще надо написать или позвонить, чтобы на YouTube внедрили опцию, когда вы бы могли почувствовать вкус, попробовать или хотя бы уловить аромат? Мне всегда очень хочется поделиться с вами этими вкусами. Уверена, когда вы готовите, вы начинаете меня понимать лучше. Но в моменте мне хочется разделить это с вами. Вкусовая торпеда, хруст, кислинка, сладчинка, анисовая свежесть. Просто это какой-то от-кутюр, салат от-кутюр. А мы переходим к салату номер 2.
Итак, и мы продолжаем нашу салатную одиссею. Переходим к салату номер 2. Салат, который я лично очень люблю, потому что здесь есть и гранат, который я обожаю, и малина, в числе моих любимчиков, кедровый орех. Ну, кто их не любит, кедровые орехи? Козий сыр у меня сегодня это фета. И полезные, красивые, как будто это какой-то цветок декоративный. Листья кейл. Но самое главное, что он готовится в буквальном смысле за 5 минут. Листья кейл нам нужно будет с них снять красивую зелень. А вот эти ножки, которые твердые, мы уберем. Листья кейл мы не будем обдавать кипятком. Мне кажется, гораздо лучше оставить их в таком виде. Но чтобы их структура, текстура стала более мягкой, я сейчас их сбрызну лимонным соком и оливковым маслом. И эта жгучая смесь моментально сделает их нрав мягче. Я их немного рву, чтобы было просто удобнее класть в рот во время еды. Ну и посмотрите, разве это не красота? Это может быть как брошь. Я бы сделала такую брошку. Может быть, в следующей жизни я буду дизайнером ювелирных украшений. Я считаю, что это такое красивое занятие, особенно для женщин. Но хотя на кухне мы здесь тоже соприкасаемся с потрясающей красотой. Полезной, весенне-летней, которая направлена на подпитку наших самых лучших качеств. Я возьму перчаточку для того, чтобы этот салат хорошенечко пожамкать. И как только я с ним поупражняюсь, я накачаю мышцы. Опа! Но и кейл задумается над своим поведением. Вот как-то так прям я беру немного лимонного сока. Косточки, если упали, убираем. И оливковое масло. Парочку чайных ложек. И теперь вот что я делаю. Я его жму. И он моментально прям под пальцами становится мягче. Посмотрите, это просто невероятно. Не прошло и 5 минут. Мы только начали с вами готовить этот салат, а он уже готов. С этим салатом нас хватит терпежу, чтобы не пойти по печенькам курабье. Помните такие? Я помню. Перчик, козий сыр или у меня это фета. Такие красивые кусочки. Белые на зеленом. Потрясающе. Дальше у нас идет гранат. Малину чуть раздавлю. Она тогда отдает аромат. И орешки кедровые. Сколько времени прошло? Никто не засекал. Наш салат готов. Салат самый летний в мире, самый яркий. Из кейла, сыра, где у нас много протеина. Орехи, где у нас полезные жиры. Малина и гроздья граната. Ой, я не могу дождаться, чтобы попробовать. И я прямо сейчас его и попробую. Без удовольствия, без вкуса. Фета размягчается и потрясающе сопровождает другие вкусы. Честно признаться, я не понимаю, зачем нам нужны салаты из огурцов и помидоров каждый день. Почему бы не разнообразить жизнь такой яркой палитрой? А вы что думаете на этот счет? Ты снимаешь? Я читаю комментарии. Сегодня же вышел суп из цветной капусты. А можно обратиться к подписчикам? Куда смотреть? Сюда смотреть. Спасибо большое за ваши комментарии. И сразу отвечу. Ольга, рецепт готовлю с брокколи. Как всегда, безупречно благодарю вас. Добрый день, рецепт понравился, с трюфельным маслом интересно. Нет ли у вас интересного рецепта из кабачков? Валентина. Валентина, мы, конечно же, сделаем рецепт из кабачков. Я сама обожаю кабачки, скоро ждите. Я думаю, что это будет какое-то такое летнее блюдо, не обязательно суп, но мы что-нибудь интересное подберем. Спасибо вам за идею. Я всегда рада читать. Наталья пишет, можно ли делать из брокколи суп. Наталья, я очень люблю брокколи. А суп из брокколи я бы сделала похожим образом. Единственное, я бы, наверное, сделала его на бульончике из овощей без сливок. Я считаю, что у брокколи такой яркий, красивый зеленый цвет. И когда мы будем этот суп делать, а мы его обязательно сделаем, на мой взгляд, крем или сливки, добавленные в брокколи, будут красть зелень.
А мне хочется, чтобы он был яркий, зеленый, как наш суп из зеленого горошка. Если вы еще не смотрели, пожалуйста, посмотрите. А мы переходим к салату номер 3. Салат, который я, наверное, готовлю уже точно лет 10. А попробовала я его в одном маленьком ресторанчике на юге Франции. И влюбилась с первой ложки. Или с первой вилки, как лучше говорить. Для этого нам понадобится сыр халуми, малина и для салата, малина для заправки. Мы сегодня будем делать малиновую заправку. Кедровые орешки, шпинат. Молодой лист шпината нам потребуется. Для заправки оливковое масло, бальзамический уксус, немного сахара и, собственно, все. Приступим. Для начала мы будем обжаривать наш сырок халуми. Пока суть до дела, я приготовлю заправку. А потом это буквально 2 движения, и наш салат готов. Халуми я нарежу на средние ломтики, где-то по сантиметру толщиной. Халуми мне нравится, что его можно обжаривать, и он получается хрустящий снаружи и мягкий внутри. Халуми нужно готовить сразу перед подачей. Сыр халуми прекрасно себя ведет во время обжарки, но быстро твердеет. Он становится совсем невкусный. Я думаю, что в нем проявляется такая чрезмерная соль и плотная текстура. А мягкость, которая нам нужна, быстро улетучивается. Маслица у меня уже подогрелась. Я выкладываю сыр халуми. Смотрите, какая у него всегда красивый узор. Напоминает букву В. V по-английски, что означает победа, victory. Давайте будем думать так. Ну, еще, наверное, один для красивого числа. Все. Халуми нам надо только обжарить снаружи. Сильно там выжаривать мы ничего не будем. А пока я сделаю заправку. Потрясающая заправка малины. Небольшое количество, где-то грамм 20-30. Я разминаю в чашке до кашицы. Не надо слишком ее мять, просто чтобы она отдала весь свой дух. Сюда же я добавляю бальзамический уксус. Совсем немножечко. Чуть-чуть сахара или сахарозаменителя. Смотрите, какая у вас малина по вкусу. Сюда же добавляю оливковое масло или ореховое масло, какое вам больше нравится. Соль, перец. Перчика немножко совсем. Салат очень нежный. Моя строптивая солонка. Сырок у нас соленоватый, поэтому не очень большое количество. Яркий вкус бальзамического уксуса. Малина свежая. Немножко сахарка, кислинка. Все это в потрясающем балансе. Вот, сыр халуми уже буквально 2 минутки прошло, и он обжарился. Сыр халуми, когда вы его обжариваете, будьте готовы, что прибегут все ваши соседи и домочадцы, потому что когда он обжаривается, потрясающий сливочный аромат. Здесь у нас нет никакого сливочного масла, но Виктория здесь ходит и нюхает и говорит, что пахнет сливочным маслом. На самом деле, сам по себе этот сыр настолько щедрый по аромату и по вкусу, что и сливочного масла не надо. Ну вот, посмотрите, 2 минутки, и сыр выглядит как в дорогом ресторане. Верьте или не верьте, но наш салат готов. Промытый шпинат и высушенный я кладу красивой горкой. Выкладываю наш халуми. Прям вот так. Посмотрите, какая красота. Я, наверное, положу немножечко с запасом. Потому что, знаете ли, на этот товар всегда есть купец. Кладу нашу заправку. Как малиновое варенье эта заправка выглядит. Свежую малину, пока халуми у нас не остыл, чтобы все эти вкусы объединились за счет температуры. Конечно же, я добавлю сюда орешки. Вот прям вот так вот, как-то вот так щедро. Немножко еще добавлю перца и соли. 5 минут, и потрясающий, ароматный, сочный, вкусный салат готов. Это какая-то божественная кулинарная симфония. И я считаю, этот салат идеально подытожит наше сегодняшнее видео. Я надеюсь, вам понравились мои рецепты. Пожалуйста, ставьте лайки, если вы испытываете чувство благодарности, точно так же, как и я к вам. Подписывайтесь на мой канал,
Пишите, что вам еще хотелось бы узнать. И, конечно же, какой из этих салатов ваш любимчик. А я с вами прощаюсь. До очень скорой встречи.